Меня зовут Леша. Я ведущий разработчик проекта компании СИН. Сейчас пропеллер заведут. Непосредственно наш продукт мало чем касается Unity, чтобы вы не подразумевали, о чем я здесь рассказывал. Наш проект — это что-то как Unity, только для серверной части. Идти по приборке для построения серверных частей приложения. Это наш внутренний проект. Единое решение для создания серверной части приложения. Немножко истории, как все начиналось. Ну, с чего? Первоначальной причиной вообще создания было желание освоить новые площадки, набор мобильных приложений на мобильных платформах. И первоначальное желание было освоить социальные площадки. В частности, Facebook тогда переживал рост бурный. И первоначально вся платформа это был просто хостинг для флешек, портированных с мобильных приложений. И в то же время на мобильных платформах стали отходить нативные разработки, Unity, прокладки много было. И в процессе поняли, что было бы неплохо настроить какую-то такую универсальную платформу, но уже для серверной части. Ну и в итоге такое решение оказалось достаточно выигрышным. Какие мы проблемы решали? Во-первых, мы ускорили процесс разработки серверной части. Во-вторых, унифицировали логику для всех платформ. Мы один раз пишем код, и все конечные приложения на всех конечных платформах общаются только с ним. Не нужно писать все 10 раз. Сразу, вот я говорил о первоначальной причине, это интеграция с социальными сетями сразу второго. И управление настройками приложений и контента после релиза. Я думаю, не надо объяснять, что доставка на маркет это дело не быстрое. Ну вот, это основные причины. Ну, так как вы в общем видите, у нас есть разные платформы, могут быть социальные. Сейчас интегрированы основные социальные сети Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Все мобильные платформы, ну и какое-нибудь приложение может располагаться просто на сайте или еще где-то. Что же нам платформа обещает для разработчиков, те, которые занимаются непосредственно разработкой серверной части? Ну, как в любом фреймворке, процесс разработки представляет себе сбор приложения из каких-то определенных частей, типа мы не решаем одни задачи 10 раз, мы просто типовые модули собираем и сосредотачиваемся на конкретной логике непосредственно приложения. Я думаю, что не надо здесь подробно останавливаться на этом. То есть какие-то основные сервисы и задачи, которые решаются, например, это сервисы хранилища, то есть где мы для пользователей сохраняем очки, прогресс или еще что-либо, обмены подарками. Вот это вот все реализовано и собирается в конечное приложение из модулей. Ну, я уже говорил о том, что эта логика единая для всех платформ. Ну, по желанию нам может для каждой платформы модифицироваться каким-то образом. Ну, вот здесь на этом слайде изображены основные сервисы, такие как хранилище, кэширование, статистика, логика. Ну, и это все управляется достаточно просто, достаточно много контрольного скрипта. Что же предоставляет наша платформа для
ПМов, менеджеров и аналитиков. Ну, во-первых, это управление контентом, как я уже сказал. Мы можем эффективно, быстро добавлять новые айтемы в магазин или менять настройки старых. Можем добавлять новые айтемы для вознаграждения, для каких-то бонусов или еще что-либо. Добавляем новые уровни сценариев, и это все без каких-либо апдейтов самого билда. Все тянется с сервера. Также реализованы внутриигровые оповещения и push notification на самом девайсе, на основных платформах. Ну и мы можем быстро реагировать на поведение пользователей. Как, например, приведу, как мы используем нашу аналитику для одной из наших матч-3 игр. В общем, отслеживали поведение пользователей, как они играют, на каком уровне. И можно было легко отследить, на какой уровень плохо сбалансирован. То есть было видно прямо, где пользователи уходят. Ну, вот как пример применения в реальной жизни, в практике. Ну, для пользователя, как я уже сказал, основная фишка как раз платформенность. Он играет на любом типе девайса, будь то браузер, социалки или планшет, мобильник. В общем, ему все равно прогресс сохраняется, очки сохраняются, и функционал везде одинаковый. Это вот пример как единого профиля, как одного из основных. Давайте немножко поговорим о реализации и аспекте, как это у нас сделано. Я думаю, может, вот это заинтересует. Ну, как доставать систему, это Linux, там серверная версия Ubuntu, веб-сервер это Unicorn, под Unicorn в связке с JVM. JVM — это такая либо, которая позволяет организовывать оперативную многозадачность. Не будем останавливаться на этом. В общем, позволяет обрабатывать большое количество запросов. Как хранилище основное — это MongoDB, документоориентированная база данных. Кэш — это Redis, очень быстро, хороший совет, если кто-то будет задаваться вопросами кэширования и ключ значения. Основная среда выполнения — это Python, Python, кому как нравится. Вторая ветка, 2.7 часто с ним используем. Система контроля версий Git. Мониторинг — это Zabbix, Monit и Sentry, как агрегатор ошибок. И для выполнения задач у нас Celery. То есть, если какие-то задачи не могут быть в процессе запроса пользователей выполнены, ну, мы принимаем запрос, ставим задачку на выполнение и говорим пользователю, что все хорошо. Вот. Но это основные компоненты, которые мы используем в стеке. Вот. Такая большая схема, попытался внести в нее все, что можно было, с разных уровней. Как это все связано с мобильными девайсами? Ну, вот здесь мы видим девайсы, браузеры, общаются с сервером посредством расподобного протокола, поверх HTTP или WebSocket, если нужен real-time, если это мультиплеерное приложение. Балансировка у нас пока происходит с помощью динамических DNS, не самый лучший способ, но пока устраивает. Вот. Видно, как видно схему, платформа у нас горизонтально масштабируется, то есть если в случае возрастания нагрузок мы можем добавить еще несколько узлов. Давайте рассмотрим один узел, самый верхний после устройства. Stage — это такая боевая единица, на которой развернут веб-сервер, прокси, то есть в самом большом, в самом начале стоит Nginx как прокси и раздает статические файлы. Дальше за ним идет Unicorn, это уже то, что непосредственно выполняет запрос через специальный интерфейс, выезжает стандартизированный интерфейс и вызывает наше приложение. Как
Как основное хранилище, я уже сказал, это у нас MongoDB. Опять же, видно, что у нас в кластеризованном виде, вот, например, для задач аналитики уже единого хоста не хватает, потому что очень много данных, поэтому у нас тут нарисованы шарды, то есть мы разбиваем большое количество данных по серверам, размазываем. Ну и как элемент отказа устойчивости, это MongoDB сразу в коробке репликацию поддерживает, то есть особо ни о чем заботиться не надо, что тоже очень удобно. Redis кэш, тут он у нас не в кластеризованном виде, так как, не знаю, пока не понадобилось, но вроде как они тоже в бета-режиме уже добавляют поддержку с коробки. Ну, в принципе, можно роутинг-сервисы самому сделать, если это нужно. Задачи серии. Ну, в общем-то, вот и все. То есть приложение вообще вся модель upgrade. MongoDB и остальные сервисы вызываются непосредственно в приложении. За логику выполнения и синхронизации всего отвечает приложение. Вот одна из интересных фич, которая у нас есть в нашем фреймворке, это механизм конфигурации. Скажу, зачем это надо. У нас есть 3 уровня конфигов. Это уровень base конфиг, где прописываются основные сервисы, которые будут создавать, скажем, тон для всех остальных уровней. Stage — это уже настройки конкретной площадки. Возможно, это адреса сервисов или еще что-то, то есть то, что специфично для каждой площадки. И user stage — это уже конкретные настройки пользователя. Туда вписываются приложения, может быть, там application ID для социальных платформ или еще что-то. Ну и, соответственно, как это все работает. При запросе это все собирается в единое пространство имен, и каждый последующий уровень он перезаписывает предыдущий. Таким образом можно гибко управлять настройками. Ну, как мы это используем? Есть в команде работает несколько человек. Каждый работает со своим проектом. И чтобы начать работу, достаточно спланировать репозиторий на сервер, вписать туда только какие-то конкретные для пользователя настройки, и вперед можно работать. И, естественно, отдельно настроен Global Stage, и он является там 90% копий. То есть то, что ты отладил на тестовой площадке, 99,9% будет работать и с продакшн версии. Вот. Ну, что тоже очень удобно. То есть ты отлаживаешь на тестовой площадке и будешь уверен, что все будет работать на тайме. Ну, тут немножко по структуре фреймворка, как он строится. Значит, в самом верхнем уровне это какие-то системные вещи, сервисы, это обвязка конкретных сервисов, которые уже стартуют процессы, что я, например, там 2 слайда назад показывал. Это, опять же, не нужно ничего достраивать, никаких конфигураций, все в одном месте. И стоит только выполнить один скрипт, все запустится, и даже ничего думать не надо будет, все будет работать. Социальная реализация для социальных сетей, конфиг механизм. Ну, на самом деле там модулей гораздо больше, но это вот основные. Дальше следующий уровень, это уровень уже такой более компонентный, там наш админ-панель вот для управления там, магазинами и всякими настройками приложений. То, что касается пользователя, основные фиши, там профили, подарки, транзакции, покупки, магазины. И из этого всего собирается уже конечное приложение. Скажем, трафик из одной игры в другую мотивирует там деньгами или еще какими-то, в общем, комплектациями. Это тоже организовано как приложение на нашей платформе. Ну и уже ниже идет обычные приложения, которые собираются из этих модулей. Немножко цифры. В общем, в текущей конфигурации у нас запущен один стейдж, пока таких больших нагрузок нет. Здесь у нас где-то десяток ап на маркетах, на социалках и примерно 100 тысяч активных пользователей. Я смотрел последние данные по графикам, посмотрел примерно 100 тысяч активных пользователей. Надо сказать, что там код железный,
12 процессоров, 64 гига оперативы, ну, там база, как хочешь, не хочешь, не все равно все будет занимать, сколько ты не дай. Ранее использование, наверное, можно было бы меньше ставить. Ну, и где-то 500 гигабайт суммарного трафика за сутки. Ну, это вот, в общем, то, что она может. Ну, естественно, при увеличении узлов в нашей системе платформы можно обрабатывать больше запросов. Вот так. Потом, кто захочет, может посмотреть наши приложения, какие-то из них на Unity сделаны, какие-то нативные. На Facebook и на мобильной платформе. Ну, быстро отстрелялся, в принципе, у меня все. Если у кого какие-то вопросы по реализации или еще по чем-то могу попробовать ответить. Расскажи, пожалуйста, про пиковые нагрузки на приложение, на сервер в секунду, масштабируемость серверов и где располагается само железо, кто хостит? Ну, железо у нас располагается в дата-центре, это выделенный сервер, то есть мы сами все настраиваем. То есть мы не сторонники виртуализации, как правило, мы разворачиваем все на голом железе. Это, конечно, есть затраты на настройку, но работает все лучше, нет оверхеда на виртуализацию. Пиковые нагрузки, ну, самое, что было большое, это 1000, наверное, запросов на чтение и 300 запросов на запись. То есть по меркам Highload это не очень много. Ну, для одного стейджа показатели, я считаю, неплохие. Ну, вот так. Да, просто можете предложить другие люди, то есть соседи с Хорошо, я понял вопрос. Но пока это внутренний проект, и вот люди заинтересовались, это, собственно, моя цель прихода сюда, светить, что такое есть. Есть идея, как этим можно было бы поделиться, или в виде сервисов. Пока наша компания может предоставить услугу разработки и, то есть, реализовать ваши идеи. То есть наши разработчики конкретно представят для вас что-то. Пока как сервис или как какое-то другое решение это недоступно пока, так как мы стали все больше для себя. Расскажи, пожалуйста, про одно из удобств для мобильных разработчиков. То есть в чем преимущество данного фреймворка? Что позволяет экономить, как и на чем именно? Ну, основные функции мобильные наши разработчики, те, кто занимается непосредственно разработкой на Unity своих клиентов, как правило, они тоже пишут какой-то модуль для себя и переиспользуют в приложении, где мы там. То есть API не меняется постоянно. Мы один раз сделали, модуль заимплементировали, и это тоже легко на стороне Unity собирать там, из каких-то готовых кусочков. А если нужно что-то доделать, то это никаких проблем. То есть, ну, это просто быстро, удобно, легко. То есть клиент фактически освобождается от каких-то определенного функционала, который может быть реализован на стороне сервера, да? Да, чем хорошо еще, платформа может использоваться для любого типа устройства, которое может послать там код запрос, работает. Спасибо. У нас больше нет вопросов? Тогда спасибо, Леша.